Прям такая красота. Стою, любуюсь. Вот такого отражения я хотела вчера. Вчера был ветер, была рябь. А сегодня прям двойное изображение. Небо упало в озеро. Очень классно. Тишина, птицы поют. Можно прям утонуть. То ли сверху, то ли снизу. У меня случилась такая неприятность. Стал сдуваться мой надувной любимый матрасик. Вот, и я не знаю, что делать. Я именно в этот раз забыла взять ремнабор. Всегда брала, а в этот раз собиралась. Еще думаю, как бы что не забыть. И забыла. Мне нечем отремонтировать, если даже найдешь где. Он сдувается совсем чуть-чуть. Как бы за ночь 2 раза поддувала. Но не полностью сдувался. Но он может начать сильнее сдуваться. У меня впереди еще очень много дней похода. Вот такая печальная у меня новость. За ночь собирается влага. Сверху даже мокрая палатка, потому что влажность высокая. Вот видно, что она вся мокрая. Но сейчас солнце уже выглянет, она просохнет. Вчера то же самое было. Влажность высокая, и в Ергаках все время так. Бодрое утро, земля. Я взбодрилась, так взбодрилась с утра. Хорошее место, очень красивое. Единственное, здесь болотисто сильно. Под палатку сложно место найти. Но для меня одной под маленькую палаточку место нашлось. А я что-то там стояла и не видела, что тут лук есть. Так бы поела вчера. Ну, такой уже жестковатый переросток. Ну, лук есть лук. Пока неземная красота. Мне куда-то вон туда перевал зеленый. Я думала пикантным пойти, но там получается огромный круг придется делать, и все равно мне в итоге под зеленый выходить и там дальше идти внизу. Поэтому я решила сократить все-таки путь здесь. Прошла часть озера. Оно такое огромное. Сейчас немного по Куруму. Прям капец какая жарина. У меня такое ощущение, что на солнце градусов под 40. 35 точно. Прям очень жарко. Хочется искупаться, но не хочется вот все это снимать, раздеваться, разуваться. Ой, так выглядит немножко сверху озеро. Видно отсюда, какое оно большое. Огромное просто. И вот туда перевал пикантный идет. А я поднимаюсь вот здесь. Но тут ничего пока не видно. А вот теперь видно. А вот такие всякие подъемы встречаются. Где-то скользко, где-то подняться сложно с тяжелым рюкзаком. Но нормально я иду. Небольшая передышка. На таком камушке. Вот такие каменюки на пути. И мне тут подниматься. Они огромные. И прям резкий подъем. Как красиво пихта разрослась на камне. Прям необычно, ярко, шикарно. Фух.
А где-то на середине перевала. Вот так вот озеро сверху выглядит. О. Кстати, когда там стоишь и смотришь оттуда сюда, оно таким большим не выглядит. Тут хоть ветерок, хорошо. Передышка небольшая. Здесь вот сложный такой момент. Вот я стою, и вот такой камень. Надо сюда подняться, а тут край. А здесь откидывает. И вот туда пройти. Вот так штатив зацепило. Капец. Сверху кажется, ой, да что там подниматься-то, там типа даже тропа есть. На самом деле там не так просто, как кажется. Но это и не самый сложный перевал. Ну, по крайней мере, пока. Не знаю, что меня еще там дальше ждет. Кажется, что близко. Но я знаю, что это все кажется всегда. Кстати, не зря перевал называется Зеленый. Он реально зеленый. Весь в кустах. Там в пихте такой карликовой. Карликовая березка. Бадан. Короче, куча всякой зелени, небольших деревьев. И это, кстати, с одной стороны местами легче, потому что тенек кое-где создает. А так сложнее. Все эти ветки цепляются за рюкзак. Где-то такие острые, можно поцарапаться. Мне кажется, видно, что я красная вся и мокрая от жары. Сейчас бы как занырнула туда. О, какая красота. Лебедей какие. Все цветут. Яркие. Вот это панорама, а. Все-таки сверху очень красиво снимать. Хоть у меня нет дрона, но так заберешься на высоту и, пожалуйста. То же самое, что с дрона. Ура! Я наверху. Единственное, тут надо понять, где спускаться. Я не знаю, где спускаться. С горем пополам нашла я спуск, его здесь и не видать. С картой полное несовпадение, вообще не совпадает с картой. Вон они, безрыбные озера. Кстати, не знаю, почему безрыбные, рыбы там полно. И говорят, даже ловят. Скачу потихоньку по курумам. Спустилась я перевал. В принципе, сносный спуск. Нормальная тропа. Ну, где-то в зелень теряется, но в принципе нормально. А вот здесь уже дело сложнее. Тут главное не потеряться в этих курумах. Даже и такое приходится перепрыгивать. Солнце сильно шпарит, невозможно вообще. Надо передохнуть в тенечке. Я, наверное, сейчас перекушу типа обеда. 2 час время. И никак не достать вообще. Вот просто вот рядом и никак. Вытащила камни. И в принципе можно немножко подчерпнуть. Чуть-чуть вот так. О, вы не представляете, какое это блаженство в жару. Она там ледяная. Ой, как хорошо, легче сразу. Вот так добывалась вода Алиной. Вот такой у меня ананас один сушеный. Орешки грецкие, пара конфет. Пастила фруктовая. Кстати, я нагребла полную бутылку воды. И я сейчас сколько выпью, еще нагребу. Вот там камни вытащила, и уже можно потихонечку набирать. Вот так вот и ютимся тут с котиком. Хорошо, хоть такой тенек нашли. Хорошо жить на свете, как же хорошо.
Такие громадные деревья валит. Это кедр. Ой, он очень толстый. Вот его сломала, видимо, когда-то давно. Дров сколько сушайшие. Вообще. А вон там живой кедр толстенный стоит. Такой лес дремучий, кажется, сказочный. А можно было и здесь в тенечке укрыться. Но до сюда нам было еще дойти, а я уже не могла по жаре реально идти. Мне надо было уже спрятаться куда-то, проветриться. Вот такой огромный. О, кстати, Мишанины какашки. Старые, уже засохшие. Небольшие, наверное, пестун. Еще один огромный кедр, двойной. Такое ощущение, что вот этот завалится скоро. Ой, вообще огромный, толстый. Прям как из сказки. Там чудеса, там леший бродит. Алина на корнях сидит. Там бегемотик песнь заводит. Бегемотик — это вот этот мой кот. Вдали ручей большой шумит. Сейчас насочиняю. Стой еще долго, кедрик. Много-много лет. И такой старый, мудрый, вечный. Столько повидал. Тут вообще чудесный лес, чудесатый какой-то. Везде корни какие-то, пихты корявые, кедры огромные. А вот там вдали видно скалу. А вот корни. А там еще скала. А тут пихта. Столько всего интересного. Такое ощущение, что здесь пожар, что ли, был когда-то. Такие кедры могущественные погорели. Кедровка, не перебивай меня. Столько деревьев вообще засохло. Жалко как. Надеюсь, на смену им вырастут новые. Но это сколько ж лет понадобится, чтобы восстановить. Очуметь. Жалко лес. Вот с этой стороны нормально. В общем, пока через дремучий лес иду, уже несколько раз тропу потеряла. Она тут только так теряется, потому что деревья падают. Вот опять, кстати. Вообще не знаю, куда идти. Вот такое дерево упало. Может, где-то раньше надо было свернуть. Или знает. Вообще непонятно. И вся в смоле. Просто вся в смоле. Руки. У меня уже палатка вся в смоле. О, наверное, вот здесь под деревом надо пройти. Капец. Ой. Ой-ой. Вот точно. Блин. Ё-моё. Ветки не дают встать. Прошла. Портал в другой мир. И здесь прям тропа проходит. Обалдеть. Кстати, иду я совсем медленно.
очень медленно. Во-первых, то тропу теряю, то отдыхаю. Я решила не изматывать в этом походе себя. Переходы делать небольшие, идти не спеша. Мне же нужно съемку снимать, короче. И то я снимаю мало. Во-первых, экономлю заряд, потому что у меня может не хватить, солнечная батарея же сломалась. Вот в этот раз все рассчитала вроде, нет опять. Вот. Ну и во-вторых, очень жарко. И с тяжелым рюкзаком тяжело, конечно, съемку вести, поэтому я снимаю мало. Хорошо, мягенько. Прям полежать хочется. Все. Не, ну почему в переходах нет солнчаса, а? Ой, как бы было клево. Сейчас поваляться, отдохнуть полчасика. Даже мухи пофигу. Пусть кусают. Кстати, вот эта скала Парус. Помните, в прошлом году снимала и ходила тоже в дикие места, только с другой стороны я была и тоже скалу Парус снимала, только с другой стороны. Это я за ней была, получается, там озеро ледяное. Вот, а в этот раз я с этой стороны. Я опять вышла к такому лесу, и вот здесь видно, что он горел вон, горелые деревья. Ой, как жалко, сколько погибло. Я представляю, какой тут пожарище был большой. Главное, почему-то частично, получается, здесь горели. А от того места, где снимала там деревья погибшие, это приличная уже прошла. А между ними нормально. Это, получается, он как-то частично горел местами. Странно, от чего. А вон и скала Парус виднеется. Жалко, такие мощные деревья. Прям как кладбище деревьев. Я, короче, вообще потерялась. Меня пожирают мухи и комары, а я пожираю жимолость. Ой, что ж ты такая горькая? Она еще не доспела. Жимолость вообще горькая на природе. Но это прям капец, потому что она не доспела еще. Но зато это витаминчики. Надо вылазить отсюда.
Меня нещадно жрут. Жрут нещадно. Кусты карликовой березки. Как я вас обожаю. Уже все ноги исцарапаны. Жесть. Что так видишь их? Царапаешь. Они острые такие. Вот еще. Черемица. Нифига какая высокая. Кстати, она ядовитая. Но в медицине вроде как полезная. Вот это малая безрыбная. А там дальше большое безрыбное. А я хочу встать между двух озер. Там нарисовано на карте, что есть места под палатки. Кстати, вы скажете: Алина, что ты в шортах, майке? Вот тебя царапают, кусают. Просто жарина невыносимая. Я не могу в жару одета идти. Пусть меня лучше царапают, кусают. Пусть у меня будут все ноги в ссадинах. Но если я буду в штанах и закрытым рукавом, я просто тепловой удар схвачу. Это будет намного хуже. Поэтому я привыкла, мне так хорошо. Не совсем комфортно, но комфортнее, чем идти и жариться. Мне даже так очень жарко, я вон вся красная. Уже мечтаю в озере окунуться. Скорее дойти хочу. Такая вся исцарапанная и грязная. А все почему? Потому что тут болотистая местность. Идешь бабой мимо того, что царапаешь о кусты, еще и по грязи шлепаешь. Вон. И мушки, дорогие мои, родные. Как же бы я без вас в походе-то была? Ничего себе огромный. Кедрина. Я сейчас под ним прохожу. И он, главное, живой. Он просто завалился. Но живет корни-то в земле. Вот я и подхожу к большому безрыбному. Огромное озеро. Наконец-то. Надеюсь, тут будет где палатку поставить. Красота какая. В общем, мне надо где-то вот эту речку перебродить. Даже не знаю где. Наверное, вон там по бревнам, по камням, что ли. По камням. Где-то там стоянка должна быть. О, какое место классное. Под палатку. Вон там даже костровище есть. Идол даже какой-то стоит. И даже веревки. Кое-как до сюда что-то доперла. Наконец-то я сняла рюкзак. Фу. Надо первым делом идти за водой и искупаться, а потом уже все остальное. Я не могу, прям, у меня сейчас тепловой удар хватит, очень жарко. Там сейчас так грохотнуло, то ли дерево упало, то ли зверюга какой. Но я покричала так на всякий случай. Больше не слышно. Все, пошла я за водой и купаться. Видите, какая я красная. Не так, конечно, вроде и хорошо, что жара. Дождя нет. И плохо. Перегреваешься сильно. Еще под тяжестью рюкзака. Совсем. Тут, кстати, тропа прям. Стоянка такая классная.
И нет никого. Тропа прям к озеру ведет. Только потом обратно, конечно, не камильфо будет подниматься в гору после купания. Ну ничего. Зато сейчас искупаюсь. Наконец-то. Прикольная находка. Когда-то тут баню кто-то делал. Такую походную. Но видно, что давно, видимо, уже не пользовались. Она уже сломалась. Повалилось все. Давненько, видать, никто тут не парился. Надо же, вон рыбка маленькая. Надо же, заход такой хороший здесь. Тут, говорят, много рыбы. Вот это еще огромнее озеро, чем то. Оно прям просто мега огромное. Мне завтра вот там идти. Я чувствую, я буду полдня там идти его. Тихо, так спокойно. Огромное озеро плещется. Вообще кайф. Никого, главное, ни души нет. Ни единого человека. О, тут вода холоднее, чем там. Чем в Золотарном. Ну потому что озеро больше. Ой, ну заход тут какой приятный. Вообще обалденный заход. Там еще бревно лежит. Я сначала решила воды набрать, а то я взбаламучу тут все. Потом набирать как. Рыбу бы сюда не загнать случайно. Тут маленькие рыбки плавают. Ох, как хорошо! Как же после жары хорошо! Боженьки мои! Как они рады! Только я на жару жаловалась, вот туча там идет. Надо быстрее купаться, а то вдруг дождь пойдет. А ноги-то как щипит. Хорошо. Тут бревно лежит, боюсь сильно это заплыв делать. Не поцарапаться. Хорошо. Ой, круто! Какой кайф! Вот она, рыбешка. Маленькая, правда, но есть. Прям по ноге мне скользнула. Грохочет немного. Но я все же надеюсь, что продует. Кедровок тут столько. Такие звуки интересные издают. Нашла здесь небольшой кусок каремата. Он реально вообще небольшой. Но на безрыбье рак рыба. Думаю, если у меня получится его прикрепить к рюкзаку, я его даже возьму с собой. Во-первых, мусор вынесу, а во-вторых, у меня же подсдувается коврик, и это реально опасно, если он совсем начнет сдуваться. Так хоть что-то подложить, хоть какой-то тонкий маленький слой, хотя бы под поясницу. Поставила себе водичку, буду ужинать. Время 7 час, очень хочется есть. Там у меня пока еда стоит в прохладном месте. Ну, если это можно назвать прохладным местом. Потом на ночь надо куда-то подвесить. Палаточку поставила уже. Все отлично. Может быть, сегодня сделаю костер, но только чтобы сжечь мусор. Не сильно так. Потому что жара, костер в принципе не нужен. Вот. Вот такие виды. Шикарные. Все хорошо. Стоянка вообще отличная. Мне она очень нравится. Как я на нее вышла, я сама не знаю.
Но она крутая реально. Тут у нее все сохнет. Кстати, небо все затянуло, такое черное было, грохотало, грохотало, грохотало. Я такая говорю, нет, сегодня дождя не должно быть. Все продуло мимо, ни одной капли не упало, это хорошо. Что-то картофельного пюре заварила много. Это сублимат с рыбой и овощами, картошка. А они маленькие такие упаковочки. Я взяла 2, заварила, мне кажется, и объемся. Много получилось. Ну, у меня тут тунец, огурчик еще, представляете, все таскаю, надо съедать. Китайский горошек, лук. Здесь я чай заварила, и с чаем потом что-нибудь, если войдет. Наконец-то я поем. У меня сегодня царский ужин. Любопытный бурундук. Прибежал, проверил, что я тут делаю. Я уже разожгла костер. Сижу, сжигаю мусор. Как же все-таки с костром по-домашнему. Теплее, сразу уютнее. Теплее в другом смысле. Не то, что холодно. Прям вообще оживает сразу место, стоянка. Классно. Я еще походила тут, пособирала дровишек. Там вот эту пихту нашла сухую. Поломала ее, там часть лежит. Сейчас закинула. Вообще у меня прям домашняя стоянка такая классная. Прям здорово. Даже не ожидала, что сегодня так классно будет. Вкусняшка. Я когда ужинала, чай-то так и не попила, он мне не влез. Сейчас немножко времени прошло, вот как раз с зефиркой. Нормально. Тут очень уютно, мне так нравится. Получается, я между двух озер. Вот мне там пришлось через реку, да, бродить, переходить, чтобы сюда попасть. Это как островок между двух озер. И вот, и через него можно пройти, и вот так вот озеро я завтра пойду обходить. И посередине вот эта стоянка. Прикольно так вообще. Там озеро, а тут стоянка. Здорово. Поэтому у меня с собой веревка вот эта синенькая. Я вот так вот протянула от дерева до дерева и вот так привязала. И замотала, чтобы дождем не промочила, если вдруг дождь пойдет. Вот, видите, вон там, вон озеро. Безрыбное малое. Ой, как у меня в лагере-то уютно, а. А вот здесь безрыбное большое.
Вечер сегодня очень классный, но я до сих пор вся горю, хотя уже вроде жара спала. Перегрелась, видимо, я на солнце. Даже лягу сейчас пока в майке, как начну замерзать, так пододенусь. Единственное, что меня расстраивает, это мой коврик. Он прям сдувается, прям конкретно. Я не знаю, как я дальше все остальные дни буду. Сейчас пока тепло, а если холод начнется, дожди пойдут, я просто околею на сдутом коврике спать. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Там сильный ветер поднялся, и первые капли покапали на палатку. В итоге, наверное, будет дождина сейчас, ну или попозже. Время 9:30, вот и первый дождь. Но он еще такой не сильный. О, то затихает, то капает. Но витрина очень сильный. Не знаю, разойдется, нет. Доброе утро, земля. В общем, идет дождь. Все небо затянуто. Почти всю ночь дождь шел. Я вышла по нужде. Время еще 8 утра нет. Хотела собираться. Но небо черное, дождь идет. Придется, наверное, пережидать. Надеюсь, это не на весь день. Сегодня переход-то, в принципе, небольшой. Мне главное собраться без дождя. Вот такие дела. Хотела сейчас еду отцепить, если успею, чтобы сильно дождь не пошел. В общем, дождь так и идет. Тент весь мокрый. С той стороны. С этой, кстати, нормально. Даже не отсырел. Как ни странно. Хорошо, тут в тамбуре много места. Я вот еду все-таки сняла. Успела. И буду сейчас вот здесь в тамбуре все кушать, готовить. О, как раз закипел. Видите, я вчера сказала молнии, перепутала собачки, имела в виду 2 собачки, одна внизу, одна вверху. Я вот сейчас газ включила и тут открыла, и здесь проветривание, чтобы не угореть. Видите, как удобно. И посмотреть можно отсюда, что там творится. Очень удобно, что сверху есть еще одна собачка. Сразу похолодало. Я даже кофту надела, еще термобелье не снимала. Жду, когда заварится у меня тут. Вот. Надеюсь, у меня удастся сегодня переход сделать. Не хотелось бы тут еще на день зависнуть. Конечно, тут очень классная стоянка, но в дождь-то придется в палатке сидеть. Неинтересно, скучно. Ну все, прощай, остров. Я уже перешла реку обратно. Хотела с той стороны озера обходить, но что-то там пошла, там вообще болото. Просто невыносимо идти. Прям вода. Решила, перешла на эту сторону. Тут, конечно, тоже болото. И вот, кстати, Мишаня на Г. Вот, здесь тоже болото. Вот это все это болотистая местность. Но тут тут хотя бы тропка есть такая, еле видная. Как бы. Но тут дольше обходить будет озеро. Дождь идет. Но я все равно собралась. Не сидеть же на одном месте, надо идти. Сегодня вроде небольшой переход. Но такая погода, непонятно, сколько я идти буду. Ой, дождь вообще сильно пошел. Ё-моё, и спрятаться негде, я на открытом пространстве. Все мокрое, но красивое. Капельки прям такие красивые. Но сейчас эти все капельки будут на мне. Это с меня ростом кусты. Иду по зарослям. Дождь так и идет. Чувствую, я приду на место вся мокрющая насквозь. Ботинки точно будут мокрые все. Да, в общем-то, я вся буду мокрая. Ой, весело. Ай-яй-яй. У меня уже все бриджи мокрые. Кстати, я специально надела бриджи, потому что штаны будет сложнее высушить. И когда они снизу намокают, все это в ботинке течет. Еще хуже. Лучше в бриджах идти. Зато в дождь особенная красота. Туманы. Скалы вот там в тумане все. Как-то мрачно. И как представлю, что я тут вообще одна в этих диких местах.
Вот так вот можно свалиться, особенно в дождь. И не дай бог ногу повредить. Фу, вот тут мох был, корни, а тут камень. Казалось, что тут тоже камень, можно встать. А нет, нельзя. Синяк будет. Иду прям очень медленно и предельно осторожно. И все равно вот такое случается. Тут не угадаешь и не рассчитаешь. И вот поэтому надо прям вообще предельно осторожно быть. Потому что я одна в диких местах, связи здесь нет. Не дай бог что-то случится. Я вот стараюсь прям очень медленно идти. Чувствую, буду переход, а тут у меня затянется. А все потому, что дождь. В дождь слишком все скользкое. Вот эти камни, корни, они как мыльные становятся. И каждый шаг нужно рассчитывать. Иначе может быть беда. О, как красиво-то. Зато в дождь мне нравятся все-таки виды. Хорошо, хоть не ливень, не гроза. Так мелкий дождик идет. Моросит без конца. Туманы. Коряга так эффектно лежит. И лес, конечно, классный здесь. Корявый весь. Сказочный. Медвежий след. Довольно крупный, но не слишком. Еще след медведя. Тут болотисто, следы видно. Что-то такое ощущение, что он сегодня это прошел. С утра, наверное, с раннего. Ну, надеюсь, что не прямо сейчас. Мне уже до озера вроде недалеко осталось. Но иду, ну, в смысле, до конца озера. А там еще прилично потом идти. Ой, вот тут красиво так вообще. Все в цветах. И туман такой, и скалы. Вот ради таких видов стоит ходить в такую жесть. Иногда рисковать. Сильно рисковать, конечно, не стоит. Что я стараюсь и делать. Иду аккуратно. Небольшая стоянка, но без места под палатку. Тут, походу, вдоль озера ни с той стороны, ни с этой палатку не поставишь. Поэтому только между двух озер, либо там в начале самого первого озера, там тоже, ну тоже не очень. Везде болотисто очень сильно. И вот единственную стоянку пока что встретила, но места под палатку нет, и тоже болотисто все. И здесь вот видно, что как будто бы пожар был. Не как будто бы, а был. Может быть, даже благодаря этой стоянке. Но, видать, его потушили довольно быстро, потому что только вот эти горело. А может быть, молния ударила. Вон как дерево погорело. Почти полностью упало. Да. Лес тут, конечно, офигенный. Даже хочется полазить, пошариться. Но погода непонятная. Да и мокро все. А так тут черники. Это все вот это вот вообще все черника. Поэтому здесь медведи обитают. Представляю, сколько для них тут еды. Я решила передышку небольшую сделать. И скинула рюкзак. Виды посмотреть. Оглянуться. Ягель так шикарно смотрится на фоне скалы. У меня, кстати, шишка тут появилась. Ну, типа гематомы. Ну, камера, наверное, не передает. Ну, наверное, к завтрашнему дню спадет, я думаю. Еще Мишаня нога. Тут, видно, орехи ел. Тут на тропинку вышла, на такую хорошую. О! Нифига себе, и морала. Какахи тут же. Вот бы кого-нибудь снять бы. Какое-нибудь животное. Только чтоб не на меня, пожалуйста.
от меня. Было бы круто. А так они заранее чувствуют, слышат, убегают. Сложно очень дикое животное снять. Как море бесконечное. Очень огромное озеро. В общем, смотрю все время под ноги, чтобы ноги не подвернуть. Ну и грязь там, слякоть. Поднимаю голову, а тут уже конец озера. Ну что-то, мне кажется, я довольно быстро до конца озера дошла. Посмотрим, что там дальше меня ждет. С этой стороны надо опять переходить реку, потому что мне туда надо. Конечно, крутая переправа из таких бревен и камней, но все скользкое, мокрое. Надо прям предельно осторожно переходить. Вот снова мне семья встретилась. Молодцы, помогли мне перейти вот этот брод и подарили мне каремат. В общем, повезло мне. Они мне каремат подарили. Я попросила продать мне, потому что у меня же матрас-то сдуваться начал. А вдруг он еще сильнее сдуваться начнет. Я хорошо их встретила. Они говорили, что станут на Буйбинском, куда я сейчас иду. А я почему-то думала, что они здесь на Безрыбных станут. И вчера их не встретила больше нигде. Думаю, ну вот, каремат не у кого спросить. А тут встречаю, они назад идут, они уже сегодня домой выходят. Но им еще далеко идти. И мы тут встретились на переправе на этой. Вот. Помогли мне перейти. Здорово, потому что скользко, камни скользкие. А тут, кстати, уже хорошая такая тропа началась. Не знаю, до конца она будет или нет. В общем, повезло. Привет вам, если что, если смотрите меня. Опять Мишаня на Г, уже прям орехи видно. Дождь так и идет, еще сильнее пошел. Вообще не прекращается, затянуто все, наверное, на весь день. Шишка стала больше на ноге. Надеюсь, пройдет. Дождь так и хлещет. Вообще был сильный прям. Я хотела включиться, но решила не доставать камеру. Мне вот сейчас по Куруму надо пройти. Вроде недолго, но буду медленно идти, потому что очень скользко. Осторожничать буду. Такая река Курумная. Вот и озеро Буйбинское. Оно еще больше, чем Безрыбное. Очуметь. И как море тоже. Волны прям такие. Туман, дождь. Не прекращается. Все как обычно. Я вся промокла. В ногах бассейн. Я замерзла. Руки еле двигаются. Что-то вчера такая жарина была. А как только дождь пойдет, все. Сразу холодно. Супер. Просто супер. В принципе, все как всегда. Тут опять переправа, причем страшная, бревна скользкие. Не знаю, там, наверное, болото, там, наверное, не пройдешь. Сейчас пойду посмотрю, но вряд ли. Там вода, по-моему. Преимущество данной палатки, что дождь так и идет. Я поставила только тент верхний и футпринт нижний. А палатку я еще не ставила. Сейчас я залезу под этот тент и буду в палатку устанавливать. Вот такое здесь пространство под тентом. Ой, здесь уже теплее, хоть ветра нет. Переодеваюсь, обтираюсь полотенцем.
Просто насквозь вся мокрая, вся, до самых трусов, то есть до нижнего белья. Кроме вот сверху, потому что куртка, она от дождя защищает, а снизу все мокрое. Сейчас буду обтираться, обсыхаться. Шишка какая. И греться. У меня руки аж синие. Трясет всю. Я вообще сегодня не здесь хотела встать. Я хотела встать дальше, в сторону перевала Метугул-Тайга, туда пойти и там где-нибудь по дороге встать. Но из-за погоды я сильно замерзла, я вся вымокла, меня уже сильно трясло, я понимала, что... А там тропы нет. Вот после Буйбинского озера надо сворачивать, где нет тропы. Я подумала, в такую погоду это для меня смертоубийство будет идти. Дождь вроде прекратился, но сильный ветер, резко похолодало. Вот так вот в Ерга, как всегда. Либо сильная жара, либо сильный холод. Вот, что у меня на обед. Тут сладости, печеньки, кусочек сыра, цикорий с орешком и такие сушеные овощи. Как бы не объесться. Как красиво капельки с палатки свисают. Прям в ряд такие, как бусы. Дождь прекратился, ветер сильный, холодный, но в принципе есть небольшие прояснения. Правда, дальше там опять тучи гонит. Ну, не знаю. Думаю, может повесить вещи, сушиться. Тут, кстати, вот табличка на кедре. Кто-то погиб когда-то. Палаточка моя за камень спряталась, главное. Ой, солнышко, давай свети. Ой, как я тебе рада. Вот честное слово, я вчера умирала от жары, мне было так плохо, но я все-таки за жару, пусть будет жара. Ой, лучше я перегреюсь, лучше я 1000 раз в озеро окунусь, но лучше, чем вот так вот мерзнуть и мокнуть. Мне даже не верится, что я непонятно откуда пришла вообще, из каких-то дебрей, из дебри в дебри. И стоит моя такая одна палатка, спряталась, ее там и не видно почти. Еще цветы цветут вообще прям. Такие места классные. Вот люди даже гибнут ради такого. Ты жил горами, а остался в горах. Макшанов Сергей Иванович. 59-й год, 96-й. Ну да. Даже и 40 лет не было. Молодой. 8 августа. Самое время ходить. Ботинки вряд ли высохнут. Ну хоть немного, может, посохнут. За счет ветра должно все высохнуть, кроме ботинок. Ветер сильный. Должен подсушить. Если, конечно, опять дождь не пойдет. Ой, знаете, дождя нет, и сразу жизнь медом кажется. Так вот разложила. Ботинки поставила вот так. Тут у меня чехол от рюкзака, дождевик. Тут каремат. Кстати, я еще спросила, не жалко вам отдать. Сказали, что нет. А видно, что он уже такой жизнь познал. Столько походов, наверное, прошел. Весь такой замызганный, видно. Заезженный. Блин. Прям даже меня растрогали они, что так дали каремат мне просто так. Вот сюда рюкзак положила. Рюкзак вообще весь промок. Пока вот я палатку ставила, он стоял. Низ вообще сильно промок. Карманы все промокли на вот этих на ремнях. Спина промокла. Вот, заморался весь. Может, маленько хоть обсушится. Это ненадолго прояснилось, но это все туда несет. А оттуда вон тучи идут. Вот. Моя
стоянка так выглядит. Прикольно. Обжитая такая сразу. Видно, кто-то есть. Одинокий такой путник. Я, кстати, решила отвязать здесь веревку. Она здесь вот все равно рвется. И она все равно завязана еще вот тут выше. Потому что она уже начала врастать в дерево. Вон оно страдает. Вот зачем так завязывать? А дерево же растет, становится толще. И потом веревки эти все врастают. Я вот не люблю, когда веревки на стоянках оставляют. Принесли, унесли. Вообще костровище возле корневищ это кощунственно делать, потому что вот что происходит. Корни горят, деревья страдают, может и пожар так быть. И вот эта пихта, она уже еле живая стоит, но еще живая. Ну, потому что корни-то у нее подгорели. Жалко.